Добрый день, дорогие друзья! Я всех приветствую на канале Clear Astrology. Дорогие девы, сегодня в этом видео разберем, что ждет вас в ноябре месяце. Ноябрь месяц, он более спокойный по сравнению с октябрем. Ваш управитель, планета Меркурий, 10 ноября меняет свой знак и переходит в знак Стрельца, и переходит в ваш 4-й дом. 4-й дом в астрологии у нас отвечает за нашу семью, за нашу недвижимость, за наши корни, за нашу родину, за то место, где мы живем. И планета Меркурий здесь, в 4-м доме, она может принести вам какие-то новости, касающиеся вашей семьи. Это время, когда вы можете задумываться о покупке недвижимости, о продаже, может быть, о сдаче в аренду. Любые сделки, касающиеся недвижимости, очень благоприятно в это время, когда Меркурий идет по 4-му дому. Но также смотрите внимательно, какие идут аспекты от планеты Меркурия. Желательно, чтобы они были благоприятные. Также Меркурий в 4-м доме может принести очень много общения в ваш дом. Может быть, вы будете обсуждать какие-то важные темы в вашем семейном кругу. Также планета Меркурий у нас отвечает за передвижение. И это время, когда вы можете переехать на другое место жительства. Вы можете также заключать какие-то договора по поводу недвижимости. Планета Венера 8 ноября меняет свой знак, переходит из вашего знака Девы, переходит в знак Весы, ваш 2-й дом. 2-й дом у нас в астрологии отвечает за наши финансы, за наши доходы, как мы зарабатываем деньги, как мы их тратим, за наши ценности, за наши ресурсы. Также 2-й дом у нас отвечает за нашу самооценку. И здесь планета Венера – это планета гармонии, денег, любви. Она может принести вам какую-то прибыль, улучшение вашего финансового положения, может быть, какие-то доходы у вас повысятся в это время. Это очень благоприятное время для покупок. Может быть, вы решитесь купить то, что давно не решались купить. Также это время, когда вам захочется покупать какие-то предметы красоты, роскоши. Особенно планета Венера в Весах, она очень любит украшения, она очень любит красиво одеваться, она любит все элегантное. Также планета Венера у нас отвечает за сладкое. Так что будьте осторожны в это время. Вам, может быть, захочется побаловать себя сладким. И если вы не хотите прибавить в весе, то будьте осторожны с этим. 13 ноября у нас произойдет новолуние в знаке Скорпиона в 20 градусе 43 минуты. И это новолуние попадает в ваш 3-й дом, дорогие девы. Новолуние в 3-м доме. Новолуние – это всегда начало нового цикла, обновление. Закладывается какая-то новая программа. И так как это происходит в 3-м доме, который отвечает у нас за общение, за наших братьев, сестер, за 3-й дом у нас отвечает за транспорт, за документы, за информацию. Также это 3-й дом у нас отвечает за учебу. И это новолуние, может быть, в это новолуние, может быть, вы начнете какой-то курс, какие-то курсы для повышения квалификации. Это время, когда у вас произойдут какие-то изменения с вашими родственниками. Может, у вас возобновятся какие-то отношения с родственниками, может, кто-то к вам приедет в гости, или еще какие-то новости будут касаться ваших родственников, может быть. Также у нас 3-й дом отвечает за компьютеры, за электронные приборы, за транспорт. Может быть, вы приобретете какой-то транспорт или какую-то технику, электронику, какие-то гаджеты. Также это новолуние принесет вам большой поток информации и общения. 22 ноября Солнце меняет свой знак и переходит в знак Стрельца, ваш 4-й дом, дорогие девы. Там же у вас уже находится Меркурий в 4-м доме с 10 ноября. И Солнце в 4-м доме
тоже будет у вас делать акцент и направлять вашу всю энергию на вашу семью и недвижимость. Возможно, в ноябре месяце вы будете решать какие-то вопросы, связанные с недвижимостью. Но Солнце всегда приносит в дом, в который оно попадает, наше внимание. И обычно оно приносит позитив, энтузиазм, что-то хорошее. Поэтому, может быть, что-то хорошее произойдет у вас в вашем кругу семьи, какие-то хорошие новости. 24 ноября планета Марс также меняет знак и переходит в знак Стрельца, и тоже переходит в ваш 4-й дом. У вас в ноябре месяце 3 планеты. Телиум будет находиться в 4-м доме. Акцент будет на вашей недвижимости, на вашей семье. Может быть, вы будете думать о переезде, о покупке нового жилья. Может быть, вам придется решать какие-то вопросы, связанные с вашей семьей. И также, когда Марс переходит в 4-й дом, это очень хорошее время для того, чтобы заняться ремонтом дома. И последнее событие. 27 ноября у нас произойдет полнолуние в знаке Близнецы в 4 градусе 51 минуте. И это полнолуние попадает в ваш 10-й дом, дорогие девы. 10-й дом у нас в астрологии отвечает, ассоциируется с нашей карьерой, за наш статус, за нашу репутацию, за наши достижения. И полнолуние – это всегда результат. Если вы помните, что у вас закладывалось, когда было новолуние в Близнецах, это было 18 июня 2023 года, приблизительно 6 месяцев назад. Сейчас вы можете получить результат того, что закладывалось приблизительно в эти даты новолуния 18 июня, когда было новолуние в Близнецах. Полнолуние может принести вам какую-то ясность в вашей карьере, чем вы хотите дальше заниматься, какие цели у вас в жизни, какой путь вы выбираете. Также это время, когда вы можете получить плоды за проделанную вашу работу. Если у вас был какой-то проект, сейчас вы можете получить результаты этого проекта. Все, что касается вашей карьеры и профессионального роста в это время, у вас появится ясность. Также это время, когда вы можете получить признание за какую-то проделанную работу. Вы можете получить какое-то вознаграждение за какую-то проделанную работу, потому что полнолуние – это всегда получение какого-то результата, какие-то кульминация чего-то. Дорогие девы, я желаю вам замечательного ноября месяца. Пишите мне в комментариях, что у вас происходит, и я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. И я благодарю всех, кто подписывается на мой канал. Всего доброго, до новых встреч!